Привет всем! Мы находимся на острове Майорка в курортном городе Пальма-Нова. Остановились мы в отеле Пальма-Нова Палас 4 звезды. В вестибюле отеля мы видим рецепцию и вход в буфет, где мы, кстати, заселившись после 12 ночи, смогли взять себе перекус. С вестибюля входим в бар, где начиная с 10 утра могли заказать себе прохладительные напитки, алкогольные коктейли, пиво или кофе. Лично я предпочитал кофе, которое здесь было просто восхитительным, и пиво, которое также заслуживало всяческих похвал. С бара выходим на территорию отеля. Любители активного отдыха на территории отеля могут найти себе бильярдный стол, стоимость партии 50 евроцентов, и бесплатный теннисный стол. А вот, кстати, балкон нашего номера, который сейчас мы осмотрим. Итак, мы жили в номере стандарт. Сам номер отремонтирован, мебель и сантехника в хорошем состоянии. Уборка проводилась каждый день. К недостаткам хочу отнести очень слабую звукоизоляцию. Так, например, мы в деталях слышали своих соседей, разговаривающих в полголоса. Также довольно сильно раздражали компании, которые, подвыпив, после 11 вечера вспоминали о бильярде и теннисе. Чтобы закрыть тему звукоизоляции, замечу, что в день заселения мы получили номер вот в этом корпусе с окнами на улицу. В день заселения, хотя после перелета мы и были очень уставшие, тем не менее ночью мы почти не сомкнули глаз.
потому что создавалось впечатление, что мы в своих кроватях лежим прямо посередине шоссе, по которому, несмотря на ночь, беспрерывно ездили машины. Но надо отдать должное отелю. На следующее утро после нашей жалобы нам заменили номер без малейших дискуссий. А сейчас сходим пообедаем. В Испании мы отдыхаем уже второй раз. Так вот, на правах бывалого хочу заметить, что здесь питание выше всяких похвал. И по качеству блюд, вин, напитков не идет ни в какое сравнение с питанием в аналогичных отелях Египта, Турции и даже Греции, где мы отдыхали в свое время. Кстати, видео об нашем отдыхе в этих странах вы можете найти на моем канале. В столовой нас особенно радовало то обстоятельство, что мерзкие ковидные времена остались в прошлом, и All Inclusive снова вернулся к той форме, при которой турист сам накладывает себе еду и наливает напитки. Сейчас мы видим автоматы с кофе, газированными напитками, пивом и вином. Ограничений не было никаких, так что при желании можно было разгуляться. Сейчас мы видим сервировку нашего обеда. А это обеденный стол на следующий день. Как видим, в меню много мяса, овощей и других вкусных блюд. Конечно, виноград хватило, потому что его там осталось немного. Ну и приятного аппетита. Пообедав, идем на пляж. Сейчас, кстати, мы видим вид, открывающийся из окна коридора. До пляжа по ощущениям было метров 400 или 10 минут неспешной ходьбы. А вот и оно, теплое и чистое Балиарское море. А сейчас мы видим сам пляж. Как можно убедиться, он широкий и чистый. Желающие арендовали лежаки и зонтики, мы же обходились своими пляжными принадлежностями. Среди пляжных развлечений хочу выделить вот эти надувные доски, которые можно было арендовать за 10 евро в час.
В моем следующем ролике я сделаю обзор города Пальмы Новой. Также на моем канале вы уже сейчас можете увидеть ролики о наших экскурсиях в город Сальер и город Пальму. Без лишней скромности замечу, это было эпично. Помните, что просмотр видео без подписки, лайка или комментария вредит вашему здоровью и является моветоном. Впереди еще много интересного, но пока.